самая непредсказуемая клиентская история из твоей практики? Прям, которая у тебя вот запрос, не знаю, озвучил клиент, у тебя такая, ба. Слушай, ты знаешь, там был, наверное, не про запрос, был, да, у меня один случай, мне было, наверное, 35 лет, ко мне записался физически, я еще в Украине была, мужчина. И я по телефону слышала, что такой взрослый мужчина. Ну, думаю, взрослый, ладно. И я сижу, жду, значит, открывается дверь, и стоит у меня в дверях такой двухметровый амбал в кожаном плаще, лет так 65. И мне 35. И я на него смотрю и думаю, ого, что я с тобой буду делать, интересно. А он как бы, ну, видно, что мужчина статный, что когда-то, видимо, знаешь, был при каком-то статусе, при каком-то положении, как говорится, подчеркнул это все, да. И понятное дело, что ну, нюанс таких взрослых людей, они очень сложно принимают, особенно если там тебе 35 лет, да, какие-то истории про то, что они неправы, они достаточно консервативны в этом случае. И поэтому, конечно, я задумалась, думаю, ну и что же я буду с ним делать? Ну, думаю, ладно. Я говорю, проходите, пожалуйста, присаживайтесь. У меня такой диван тоже был. Он так, знаешь, как-то так тучно упал на этот диван, так вот оперся. И я на него, наверное, где-то 5 минут смотрела, молчала, а потом говорю, вы устали очень. Это единственная фраза, которую я сказала, и он разрыдался, как ребенок. Прям с соплями, вот с него текло просто. Передо мной сидел просто ребенок, двухметровый, огромный, 65-летний, пятилетний маленький мальчик, который рыдал горькими слезами и не мог остановиться. И вот это, наверное, очень запомнилось мне. И я тогда подумала, господи, какой он большой и сколько в нем боли. Мне тяжело стало прям Да, вот эта я тяжесть. тоже я захотела. Да? Я же говорю, что вот это моя слабость, да, я очень чувствительный человек, да. Я вот рассказываю, я прям попадаю в эти истории, я вспоминаю. Ты мне эту прямо боль, отдала вот да. Вот и в нем было столько боли, а боль это была от того, что жена была молодая, у нее было 20 лет разницы, 25 даже, мне кажется. И знаешь, у него очень болела его старость. Он видел это, как он увядает, какая она еще молодая, что он не вывозит ее энергию, он не вывозит уже, ему уже хочется лежать и по большому счету отдыхать, а она хочет отдых и еще что-то. И он борется сам с собой, знаешь, вот с этой уже какой-то такой некой, ну, никчемностью, да, вот этой вот уже бессилием неким, когда энергии уже нет. И с тем, что он взял на себя, и вот он настолько это все не вывозил, что вот мне достаточно было сказать, что вы очень устали, и он просто вот его разорвало просто. И это вот, наверное, была такая очень запоминающая история.